Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! А знаете, что я вам скажу, други мои? Наверное, все-таки счастье не вот в той погоне, которую мы все время с вами организовываем за какими-то очень, скажем так, призрачными, потому что это, как, знаете, вот история с морковкой. Ты бежишь за ней, она все дальше от тебя, ты все бежишь, там где-то зарплата побольше, где-то пельмени пожирнее, да, где-то девушки посговорчивей, это я про себя. Но, может быть, просто имеет смысл вот как-то от всего этого отказаться. Может быть, имеет смысл пофилософствовать и найти прекрасное в другом, а не вот в этом всем таком вот материальном. Каждый раз, когда я об этом думаю, один мой друг бьет меня по лбу. Да ладно, не такой уж он и здоровый. В общем, вы меня поняли, да? И он говорит: хватит думать всякую херню. Сегодня, Женек, мы с тобой точно взберемся на алтарь Победы, да, на Олимп, и все у нас будет. И я уже, если честно, абсолютно не придерживаюсь никакой стратегии на своих свиданках. Стратегии нет. Я уже думаю так: кто... Будь здоров, Женек. Тут и славненько, уже так, вот. И у меня, если видели, сейчас просто огромный просто разброс. Я даже ни в каком коридоре не выдерживаю возрастную какую-то планку. У меня и взрослые бабульки, и очень молодые девушки. И сейчас у меня настроение как раз на молодых. Ну, что греха таить, ну, есть такое, да, вот, видимо, возраст берет свое, и уже хочется маленькую красную машинку-кабриолет, вот, и рядом очень молодую подружку. И мне кажется, что все-таки взрослые мужчинки, они молодятся как раз за счет того, что рядом с ними молодые спутницы. Я думаю, что все уже посмотрели клип Харламова и Лепса «А у меня жена молодая». Сегодня молоденькая, 20 лет девчушке, Катюшка. И я надеюсь, что я сегодня смогу ее к себе расположить. Ведь я обаятелен, привлекателен, состоятелен и чуть-чуть похож на Нагиева. А у него, дай бог, харизма. Если хоть чуть-чуть от нее оттяпать, все получится. Короче, Нагиев, я в тебя верю и в себя. Ждем. А вот и моя Катюшка. Катюшка. Чего? Садись, привет. Дверь не откроешь? Что сегодня? Открыл, она открыта. Чего? Проходи. А что там, ручка не открывала? Она максимально грязная. У тебя есть салфетка? Салфетка? Ну да, есть. Ну, слушай, погода такая, к сожалению, не очень хорошая, поэтому не очень. Возможно, в чистой машине ездить все время. Как добралась? Отлично. Отлично, хорошо. Ситуация с машиной уже неприятная. Ситуация с машиной неприятная? Понятно. А еще какая-нибудь есть сразу, может быть, ситуация неприятная? Ну, я думала, ты будешь хотя бы с цветами. А, с цветами еще. Ты знаешь, да, я вот в этой части я очень хочу извиниться, потому что ты что творишь? Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Я всегда так делаю. Кать, ну типа, их дала бы мне, я бы убрал бы, выбросил. В чем проблема, что не так? Да, ну мы культурной столицы вроде как. Ладно, я понял, хорошо, окей. На каждом шагу мусор тут. На каждом шагу мусор тут? Я понял, да. Так, я уже даже забыл, что я говорил-то. А, по поводу цветов и машины. Я говорил, слушай, я даже не знаю, теперь уже нужно это говорить или нет. Да уже нет смысла. Уже нет смысла, да. Я сделала определенные выводы, поэтому... Ага.
Ну, я хотел сказать, что постепенно, общаясь с современными женщинами, очень сильно стирается вот это вот, улетучиваются куда-то романтические, джентльменские вот эти вот мотивы, нарративы. Но, судя по тому, что ты плюешь жвачку в окно и выбрасываешь туда салфетку, я думаю, что я не тому человеку это говорю. Ладно, слушай, давай, ладно, обнулим это все сейчас. Хрен с ним, как говорится, да. В следующий раз я буду обязательно... Даже сегодня я тебя чем-нибудь порадую, обещаю, хорошо? Ну ты не сердись, у меня на тебя большие планы. Ладно? Окей. Окей. Так, чтобы у нас как-то зашел немножко в другое русло диалог, я задам тебе вопрос. Задай. Возможно? Да. Скажи, пожалуйста, а вот, у нас большая разница в возрасте, ты знаешь. Я на сайте указал, да, что мне уже 45 в этом году, а тебе 20 только исполнилось. То есть у нас с тобой получается 25 лет разница. Тебе 20, мне 45 будет, да? Да, я умею считать. Умеешь считать? Хорошо. Вот. Я надеюсь, это не единственный твой плюс какой-то скилл. Преимущество, не переживай. Хорошо. Смотри. Сейчас я разморожу твое сердце вопросом, что ты хочешь от все-таки отношений. И почему именно взрослый мужчина? Потому что, это очень странно, когда сильно большая разница в возрасте. То, что мне надо от молодой девушки, я думаю, понятно. Вот. А что молодой девушке от взрослого мужичка-то нужно? Это уже такой, знаешь, как-то, не всеми воспринимается очень адекватно, положительно. И вот. Можешь сказать, что вот тебе вот нужно от отношений? Во-первых, это какой-никакой опыт в любом случае. То есть я, повстречавшись уже на сайте знакомств с парнями своего возраста, сделала определенный вывод, то, что они ведут себя как инфантильные дети. Да. Мне с ними неприятно, мне с ними некомфортно, они очень глупые, с ними не о чем поговорить. Соответственно, я сделала вывод, то, что я хочу мужчину постарше, чтобы посмотреть, как он вообще ведет себя. Соответственно... Слушай, а мужчина постарше, это же, мог быть там, не знаю, на 10 лет постарше. Но у нас же с тобой 25 лет разница, я да? с тобой пообщалась, мне с тобой было приятно проводить диалог в другой час. Поэтому решила с тобой встретиться. Но первое начальное мнение мне уже испортилось от тебя. Ага. То есть ты... подожди, стой. Я же тебе объяснил, что я на самом деле... Погоди, ты тоже не подарок. Тебя тоже нужно... Нет, вот в этой части я уже, видимо, понял, что мне нужно будет на себя в наших отношениях взять ответственность и подучить тебя немножко хорошим манерам, чтобы ты не плевала жвачку в окошко, не выбрасывал салфетки, а я, в свою очередь, дарил тебе цветы. То есть у нас есть чем заняться, да? Вот, а я про другое немножко. Слушай, все-таки, опять же, я, еще раз просто уточню на всякий случай, что разница действительно очень большая. Неужели так важно именно, чтобы была прям такая разница? Все-таки варианты наверняка у тебя были. Я же говорю, что это опыт в любом случае. То есть опыт в постели, опыт в жизни, опыт в бизнесе. Может, у тебя есть какой-нибудь бизнес, о котором ты пока еще не рассказывал. И основываясь на всем этом, я делаю определенные выводы, то, что пока что в целом ты самый подходящий вариант. Зачем мне офис? Какие офиса? Мне для богатой жизни мужик нужен. С утра засунули в рот и погнали. Самый подходящий вариант. Слушай, неплохо на самом деле. Я очень рад, что твой выбор пал на меня. Мне кажется, что, опять же, за счет того, что у нас такая большая разница в возрасте, я действительно могу выступить в определенной роли твоего наставника и показать тебе. Каждый мужчина мечтает взять молодую девушку, воспитать ее под себя, и чтобы у них все получилось. Вот. А тебе, конечно же, бонусом упадет тот самый опыт, про который ты говоришь. На самом деле очень рад, потому что в этом автомобиле, как правило, речь заходит только про всякие меркантильные интересы среди девушек. А вот это вот настоящее и честное, да, то, что тебе надо, это, конечно, дорогого стоит. И то, что тебе нужен от меня только опыт, это, конечно, прям круто. Я очень рад. Это правда. Опыт — это в любом случае важная вещь. Да. Также наследство. О боже, нет, я не переживу твою кончину. Знакомься, это Леночка. Что, прости? Наследство. То, что после тебя останется. Так, не понял. Наследство? Мое наследство? Тебе? Да. Так, поясни, не очень понял. Смотри.
ты в 2 раза старше меня. Даже в 2 с хреном, да? Да, так, допустим. Да. Соответственно, умрешь ты раньше, правильно ведь? В любом случае, от тебя что-то останется. И... Да. Это прикольно. Спасибо за честность. Да, я понял. То есть, помимо опыта, ты все-таки ожидаешь еще, что я как-то быстрее приобщусь к небу, да? Нет, в основном дело в опыте. Да. В основном дело в опыте. Человек очень интересный, мне очень понравилось с тобой общаться. Ну и наследство, Наследство, конечно. Да. И наследство, конечно. Не последнее дело. Не последнее дело, да. Тем более я умру раньше, как показывает практика, да, и у тебя ты еще будешь в форме. А сколько примерно дистанцию лет ты примерно так вот? Ну, чем раньше, тем, вообще. Чем раньше. Я думаю, лет 20. Ты вытерпишь? Ну, я думаю, да. Я в любом случае буду тебе помогать, ухаживать за тобой. Когда тебе станет плохо, я буду всегда находиться с тобой рядом. Спасибо тебе большое. Спасибо, что заботишься о старике. Пожалуйста. Спасибо. Да, первый раз у меня такая ситуация. Ну, главное, что ты все-таки честна, да, и... Кать, ну перестань. Ну что, во-первых, у меня здесь курить нельзя. Во-вторых, это пипец как вредно. Ты, наверное, в 20 лет своей еще не очень это знаешь. Но я тебе серьезно... Почему тебе курить нельзя? Хватит ворчать. В смысле хватит ворчать? Как нельзя? твой дед ворчишь. Я как твой дед ворчу? Да. Ага, я понял. Хорошо, хоть не пахну, как твой дед. Ну, это тоже. Это тоже? Ну, как говорится, мы деды все такие. Ладно, слушай, я немножко приохренел, если честно, по поводу твоих откровений. Да и жвачки, выплюнутые в окно. Ты знаешь, я вот тебе секрет хочу открыть один. Видимо, просто ты не знаешь, и мы об этом это не обсуждали. Видимо, мы это не обсуждали. Ты понимаешь, у меня есть еще 2 детей от первого брака. Чем? У меня есть 2 детей от первого брака, и они тоже мои наследники. И если ты собралась получить от меня наследство, то... почему ты раньше об этом не говорил? А ты раньше об этом не спрашивала? Ну, ты мог сам завести эту тему. А я не знал, что ты хочешь, чтобы я поскорее кони двинул и забрать все мое наследство. Об этом заранее предупреждают, ты понимаешь? Об этом заранее предупреждают? Ну, у меня есть дети, ты уже такой мужчина, ты должен сказать изначально об этом. Но это от бывшей жены. При знакомстве. Да. В любом случае у тебя есть дети. У меня есть дети, поэтому наследство придется делить на 3. Да, то есть это как минимум тебе достанется только 3-я часть. Ну что это грязная машина и то кресло от нее? Ну, ты знаешь, чем богатый, как говорится. Ну, еще ты вот заберешь обратно свою курилку. Спасибо, я и так ее могу забрать. Да. Ну, в общем, вот чем богатый, как говорится, придется все равно делить на 3. Да что ж такое? Не, Катерин, видимо, у нас с тобой... У меня уже нервы сдают. Да, у меня уже сдали они давно. Я не смогу тебя, видимо, все-таки отучить от курения, как минимум. Да и с наследством, ты видишь, ты промахнулась чуть-чуть. Поэтому, видимо, у нас все-таки не заладится, мать. Вот я тебе клянусь. Видимо, все-таки не заладится. Поэтому ты извини, как говорится, сорян, братан, но я, видимо, еще поживу все-таки подольше. Может быть, и не обнаружу какого-нибудь бледной поганки у себя в супе, чтобы ты побыстрее наследство получила. Поэтому извини, подруга. Давай сегодня. На сегодня это все. Пиздец. Да, вот как-то так. Да, извини. Дедушке привет! Своему передай. Надеюсь, своему я передам еще очень не скоро. Но, друзья мои, я, честно говоря, от того, что происходит, и я немного разочарован. Первое в том, что все-таки, видимо, все теперь захотят от меня наследство. То есть девушка теперь будет смотреть в перспективе на то, насколько быстро зачехлится ее муж-миллионер. Слушайте, а может быть мне избрать тактику? Может быть мне приезжать на какой-нибудь говномашине, а может вообще на метро, и говорить, что у меня нету ни хера, я никто и зовут меня никак. Может быть, тогда повезет. С другой стороны, нахрен кому-то нужен нищий старик? Да, нищий старик никому не нужен. А что у меня есть в натуре, кроме опыта и этой грязной машины? Ничего. Я бомж. Ладно. Ну что, с малолетками опять не угадали. Со старушками не получается, с малолетками не выходит. Что делать, друзья мои? Накидайте в комменты вообще, куда стрелять? Как бить? В какие точки?
как мне быть и как дальше вообще жить. А с наследством вообще нехило, да? Молодец такая, говорит, блядь. Ну, типа, опыт, да, и наследство, конечно же. А сама жвачки плюет и вейп курит. Да, вот поколение, которое мы заслужили. Никогда не думал, что я это буду говорить, но в наше время такого не было. Хотя, может, и было, об этом просто не было принято говорить вслух. Друзья, есть дедульки моего возраста, кто хочет оставить наследство этой прекрасной даме? Напишите. И это все. А я пойду не знаю куда. Видимо, на... Пишите, друзья мои, пишите. Пойду в очередь за пенсией. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.